Так, ну я спустился от озера Рица. И у меня развилка туда-обратно, в сторону Сочи возвращаюсь. А туда, в ту сторону, Сухум. Соответственно, мы уходим на Сухум. Еду в поисках красивой станции, ЖД-станции, возле которой озеро, водопад. Полазить, поглазеть, выпить чашечку кофе вкусного и выдвигаться в сторону ночлега. Запланировал я поставить лагерь на озере Скурча, кажется, так называется. Либо лагерь поставлю, либо там есть Скурча отель рядом. Мысра какая-то. Надо сказать, что, пользуясь навигатором, я без проблем отыскал ту самую заброшенную железнодорожную станцию под названием Пцирсха. Находится она в Новом Афоне, и к ней ведет узенькая дорожка через частный сектор, и порой вам кажется, что буквально сейчас вы заедете в тупик. Но нет, в конце вас ждет вот такой вот небольшой туннельчик, который выводит вас на парковку. На парковке вам нужно будет заплатить 150 рублей вот этому улыбчивому пареньку, и вы можете идти гулять. Вот такой вот туннельчик ведет к этой станции прямо из города, из частного сектора. Выпадаешь сюда ты, тут небольшая парковка, 150 рублей паркинг. И вот речка. Тут все очень и очень красивое. Сырцха, вроде правильно выговорил. Ну, интересное место, конечно, станция. Но вот ей для аутентичности, ну, лично на мой взгляд, не хватает отсутствия людей. Сюда приехать рано утром или поздно вечером, когда никого нет людей, и тогда она будет окончательно круто выглядеть. До свидания. Так, ну все. Прощаюсь с этим местом, с Пцирха, и еду дальше по Абхазии, уже в поисках ночлега. Да, здесь джигитуют только так, надо быть осторожнее. Многие не соблюдают сплошную, поэтому вылететь могут в любой момент на встречку. В общем, от ЖД-станции я отъехал, и дальше дорога идет в сторону Сухума, и дорога сразу поднимается на серпантин, и сейчас будет спускаться обратно к морю, в сторону Сухума. Еду, нужна мне уже заправка, и нужен мне сегодня ночлег.
Добрый вечер. Что-то я заплутал. Не туда я уехал, да? Вот я даю, а. Здравствуйте. Добрый вечер. Не туда, да, я уехал, судя по всему. Я хотел с палаткой стать, здравствуйте, где-нибудь. У моря. Там море же, ну вот озеро и море. Ну куда-нибудь на косу, где с палаткой можно стать, чтобы никому не помешать. Здравствуйте. Да, ничего. Ну проезжал ГАИ, да. Пост ГАИ, прямо пост ГАИ налево. И по асфальту хуер до конца. И сразу пост не проезжая, налево поворот. А я мучился. Смотрю, дорожка ведет меня, я и... А там что? Там гостиницы, машину свои ребята, скажи, я с палаткой стану. А можно стать с палаткой, да, там? Конечно, Там КПП охраняет. О, вот я туда хотел, судя по всему. Спасибо вам большое, до свидания. Балбесиная, вот эта дорога, вот она асфальтированная. Смотрите, красота какая. Вдоль реки идешь, вот по карте. И выйду я сейчас как раз на то место, где хотел поставить палатку. О, красота. После мучений всегда приятно находить правильный путь. В общем, классная дорога, асфальтированная, прямая. Не там я завернул, завернул теперь там. Но тут огромная частная территория, но палатку ставить нельзя. Еще не сезон, людей ну практически нет. Я тут или один, или два человека. Но позвонили хозяйке, спросили, они говорят, нет, палатку нельзя, но дорогому гостю сделаем скидку. В общем, еще сам не понимаю, как называется отель. За номер с меня взяли 1500 рублей. Есть Wi-Fi, есть отдельный душ, туалет, все есть, короче. Вон там, ребят, море, буквально в 15 шагах. А вон там горы. Я надеюсь, завтра будет просто умопомрачительное утро. Пойду искупаюсь и пока светло пробегусь по территории, посмотрю, что здесь есть. Короче, увы и ах, сегодня без палатки опять. Но вы, наверное, сейчас спросите, а зачем же ты ее возишь с собой? Но, как говорит один мой друг, не так плох тот джигит, у которого есть кинжал, но ему не пригодился. Как тот джигит, у которого его в нужный момент не оказалось. Короче, иду селиться в номер. Ну, короче, это прям хоромы. Давайте я вам покажу место своего обитания. В общем, вот такой вот номерок у меня. Входишь, шкафчик, столик, вентилятор. Там есть батарея электрическая. И вот кровать, по сути, с окном. Но, правда, на окне есть металлические рольставни. Можно от солнца закрыться, если есть желание. В номере нету санузла, но санузел у меня отдельный на ключе. Тут несколько номеров. Какие-то из них пользуются вот общими раковинами. И там есть общий туалет. Кстати, да, есть стиралка. Есть стиралка и есть гладилка. Это очень удобно для тех, кто долго путешествует и хочет постираться. И вот мой санузел. Он отдельный. Такой уютный, замечательный. Душ, туалет и раковина. В общем, чтобы хоть как-то оправдаться перед вами и перед собой, из-за того, что я не попал в палатку, а попал в гостишку. Вот я себе вот такой вот импровизированный сейчас ужин буду делать на природе. Вот у меня тут мотоцикл стоит, мой этот отельчик, а вот там море. Сейчас я покушаю с видом на море и пойду чилить на пляж. Будем смотреть, как солнце садится в море. Плов с говядиной. Первый раз пробую. Сейчас скажу, как по вкусу. И чего-нибудь съем вот отсюда. Ну, хлебцы, наверное, и какую-нибудь вкусняшку, наверное. Ну так себя, на 3 с плюсиком. Съедобное, но не скажу, что я возьму еще раз его. Добавил соус томатный из вот этого набора. И намного вкуснее стало. Что-то интересно. Доброе утро всем. А вот он, мой красавчик, стоит, ждет меня. Ну что, сейчас полюбуемся морем.
и поедем с тобой дальше смотреть Абхазию. А погодка у нас портится, прогнозы, судя по всему, были правильными. Вон, видите, все небо затянуло тучами. И по прогнозу, то ли сегодня, то ли завтра должен начаться дождь. Поэтому, наверное, я все правильно сделал, что не остался ночевать на озере Риц, не стал терять день. Сегодня моя задача доехать вот до туда, до конца Абхазии, получается, и там подняться, посмотреть заброшенный город Акармара. И посмотрю на погоду. Если погода будет дальше ухудшаться, соответственно, тогда поедем в сторону Сочи, туда. А пока что идем к морю. И, кстати, в это же путешествие, это первый раз поехал с топ-кейсом для интроверта с большим. И хочу вам показать, я же его доработал. Вот, я доработал кофр, поставил замок, соответственно, вы его задвинули на полозьях и раз, и все, и замкнули. Потом только ключом. И все, он уже не сдвинется, там штырь насквозь через две пластины прошел, и все. И плюс ко всему, вот здесь вот соединяется фишка. И вот здесь вот появился такой дополнительный столб. На, получается, самой верхней точке дополнительно, когда я нажимаю на тормоза, загорается столб. А так, все пока держится, все мне пока нравится. Вроде не отвалился, выдержал вчера и озеро Риц. Ну и сегодня, надеюсь, выдержит Акармару. Попробуем, проедем Абхазию туда, до границы почти с Грузией. Уже поставим точку в этом путешествии, чтобы потом можно было смело говорить, что я проехал Абхазию, я ее видел, я могу об этом смело говорить. Поэтому let's go, продолжаем наше путешествие. Вот мы переезжаем реку, въезжаем в Ткуарчалский район. Навигатор пишет, что 16 километров мне до поселка осталось. Станция Ткурчал или как-то так. Тоже ЖД-станция заброшенная. Обалдеть, какие тут мощностя были в советские времена. Заводы. Вот такой вот спуск. И открывается вид на строения, которые стоят на разных уровнях. Судя по всему, это как раз таки конечная точка, куда мне нужно попасть. И навигатор пишет, что мне осталось буквально 500 метров. Շաբրեց հաուշերանահոյդ
этот мост, судя по всему, как я понимаю, это въезд в город был основной. Город весь вот там расположен, с той стороны, с этой стороны. А мост этот через реку, и внизу глубочайшее ущелье с очень красивой рекой. Высота просто обалдеть. Вон, смотрите, все дома, вот только что я спускался, вот тот дом заброшенный, вот эта вот больница, бывшая, к которой мы подъезжали. Вон тоже большой дом стоит, все заброшено. Там выше несколько есть жилых комнат, видно, и все. Посмотрите, какой вид с этого моста. Счастливые люди здесь жили во времена Советского Союза. Какая здесь природа, как красиво. Вот, судя по всему, самый город со своими заброшенными зданиями, сооружениями. Город-призрак. Интересно, здесь, наверное, ночью жутковато. Здесь еще кто-то живет. Вон стоит машина, спутниковая тарелка, флаг Абхазии. Судя по всему, здесь есть электричество, вон, подстанции. Свято место пусто не бывает. Только что проехал самовоздвиженный КПП, шалаш такой из дерева сбитый. 200 рублей, в общем, проезд дальше, если хочешь поехать в кафе и к водопаду. Но я вообще первый раз такое вижу, что чтобы проехать в кафе, еще нужно заплатить. Хотя нет, вру, у нас тоже такое есть. На Медовые водопады, когда едешь, вроде едешь кушать, деньги оставлять, но нет, еще за въезд заплати. Ну, поедем посмотрим, что там за водопад, Золотоносец он называется, и что там за ресторан. Ну, ресторан нам не нужен, у нас харчи с собой. А на водопад уж так уж и быть, за 200 рублей посмотрим. Это вот, судя по всему, ремонт дороги идет сейчас. Землей. Землю ремонтируют землей. Нормально. Добрый день. Вот что сыпалось, тем и засыпали дорогу. Ну, в принципе, что-то. Тяжелой техники, видать, у них нету. Поэтому все ручной труд. Но видно, что тут сели, сходили. Судя по всему, сели, дорогу вообще смывают периодически. Поэтому возможно, что 200 рублей это не такая уж и большая плата за то, чтобы эту дорогу поддерживали хотя бы в таком состоянии. А вот смотрите, кусочек брусчатки. Тут, судя по всему, раньше дорога эта была выложена брусчаткой когда-то. Потом сверху вон куски асфальта. Это, слушайте, как на спиле дерева. Знаете, можно по спилу определить, сколько лет дереву. А по раздолбанной дороге можно определить, что тут в царские времена была брусчатка. Потом был асфальт в советские времена. Ой, смотрите, какая красота. Сколько папоротников, а? Смотрите. Заросли папоротника. Сколько его здесь. Цепляется такой за перчатки. Добрый день! Все хорошо, как у вас дела? Отлично, отлично. А где сам водопад? А вот сюда, вот так. Долго идти? Нет, 100 метров. 100 метров? Отлично. Можно сходить, да? Конечно. 100. Не, ну если честно, я просто катаюсь, смотрю места. Ну, билетик надо, купил. В общем, дорога в принципе приемлемая. Здесь наверху вот такая территория. Есть кафе. Можно покушать. А вот сюда дорога идет к водопаду. Водопад Золотоносец. Кстати, зацените, здесь вот такое место, где можно посидеть, пообедать, с видом на водопад, послушать шум воды. По-моему, очень круто. Не, ну не зря ехал. Крутой водопадик.
Я рядом с водопадом Золотоносец нашел локацию. Мне кажется, Джеймсу Кэмерону надо сюда приехать и снять здесь очередной аватар. По-моему, круто. Поеду я еще посмотрю вот там вот наверху, за поворотом где-то остались штольни, разработка угля. Хозяин кафе предложил кофе вареный, но я вареный не пью, поблагодарил его. Он мне подсказал, как объехать, куда. Поеду туда, поднимусь и буду спускаться уже обратно к Каркармара. Или Каркарама, господи, все время путаю. Ну, в общем, вы меня поняли. Каркармара, вот. Такое интересное местечко, стоит сюда доехать однозначно. Посмотреть водопад. Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. Тут, по сути, нельзя сказать, что полностью заброшенные места. Сам город по себе, как город горняков, он заброшен, да. Там живут, наверное, 3-5 семей. А здесь живут люди, держат скотину, хозяйство держат. Какая красивая дорога. Хвоя растет здесь. А дорога уходит к шахте, я так понимаю. В общем, вот она. Штольня где-то там. Но говорят, что они все заделанные. Все штольни забетонированы. И вон я вижу, вон там, судя по всему, штолинка, там. Уходят они в гору, добыча угля. Но там и загазованность, газы, и поэтому есть опасность отравиться. Поэтому все позакрывали, чтобы люди не потравились. Спускаюсь вниз, в город Каркармара. Начинает накрапывать дождик. Я так думаю, что в принципе уже можно сказать спасибо природе, что дала мне возможность сюда добраться. Все по-сухому здесь посмотреть. Еду. С Жигулей деревяшки, да. В общем, еду я с Каркармары и встретил таких же двух, не назову их нормальными людьми, двух сумасшедших тоже, да. Один вон на супертенере 20-го года, на модном, а второй на синем такой же, как у меня. У него аккумулятор почему-то торчит. Вы откуда? Ростов, Краснодар. Ростов и Краснодар, парни. В общем, попали в историю. Они только едут туда, откуда я возвращаюсь. Им я завидую, потому что я уже все видел, а им только предстоит. Ну, снимаете, там на самом деле прям прикольно. Подъезжайте, там такая кайфовая кафешка. Хозяин добрый такой. Давайте, удачи! Ну, в общем, я вернулся к этому источнику. И несмотря на накрапывающий дождь, принимаю решение идти купаться. Поэтому уберите от экранов женщин и детей. Сейчас будет обнаженка. Так, ну что, идем в горячий источник. На улице плюс 15, кажется. А тут не знаю сколько. Термометра нету. Но вода теплая. Полез я, короче. Класс. Если проехать дальше, есть такие же источники, только окультуренные, цивилизованные, с раздевалочками, со всеми делами. Но у нас же мотопутешествие. Поэтому купаемся здесь. Я думаю, вода такая же. Красота! Класс! Пойду вытираться. Красота же! Красота! Все, сейчас обедаю и с новыми силами двигаюсь дальше в сторону дома. По пути у нас один арт-объект остался. Аэропорт Сухумский заброшенный. Смотрим его, найдем самолет Шеварднадзе и поедем домой. Так, ну что, время обеда. Вот такой вот лагерь я разбил небольшой, чтобы полноценно покушать. Надеюсь, дождик не пойдет, успею. Прямо напротив сижу гейзера. Так что сегодня у нас ресторан с видом на гейзер. А кушать буду вот еда кранидов. Еда кранидов решти. Традиционное швейцарское блюдо. Картофель с беконом и сыром. Буду представлять, что я в Швейцарии. И ем традиционное блюдо с традиционным видом на гейзер.
в котором я только что искупался. Приятного мне аппетита. Режьте, мое готово. Режьте, берите и ешьте. Пробуем. Ну так, ничего на вкус. Там какое-то копченое мяско. Но вкус необычный, если честно. Не припомню, чтобы я ел такое блюдо. Но в принципе с каменными галетами ничего, пойдет. Время пить чай. Сейчас заварю чаечек и будет красота. Друзья мои, на улице льет проливной дождь, но я ехал и подумал, когда я еще приеду в Абхазию и когда еще я увижу этот заброшенный аэропорт. Тем более, что это последняя точка, которую я хотел посмотреть, поэтому я все-таки решил заехать, несмотря на проливной дождь. Тут вот я вижу, есть здание, которое корпус более-менее цивилизованное, охраняемое, а вот здесь вот есть такая дырка. Я так понимаю, здесь можно зайти и посмотреть на здание бывшего аэропорта. Хо-хо-хо! Как круто! Я не знаю, что здесь где было, но сохранились лестницы. Вот здесь, судя по всему, был фуникулер. Здесь приезжали вещи пассажиров. Они их забирали. И вон сумасшедшая территория огромная. Вон там второй этаж есть. Сейчас пойдем посмотрим. Ну так, конечно, клево. Вон, смотрите, сохранились даже электронные табло. Вот тут вовсю крыша течет. Вот. Уважаемые пассажиры, рейс до Минеральных вод отменяется. Езжайте на мотоцикле. Супер. Супер крутое место. Ну давайте поднимемся, посмотрим, что там. Лестница, мрамор. Все сохранилось. Смотрите, как круто. Оба. Вот там, судя по всему, была открытая зона, где можно было наблюдать за тем, как самолеты садятся и взлетают. Вообще офигенная задумка на самом деле. Вот пассажиры могли, получается, выйти сюда в ожидании своего рейса и наблюдать. Вон она, взлетная полоса. И наблюдать, как самолеты садятся и взлетают. Ну круто, круто. Что могу сказать? Очень круто. Вон, если не ошибаюсь, вот тот заброшенный самолет. Говорят, что это самолет Шеварднадзе. Я, конечно, в этом не уверен, но так мне сказали. Что мне сказали, то и я вам говорю. Ну, в общем, программа максимум выполнена. Все мы в Абхазии видели. Горы видели, реки видели, моря видели, аэропорт заброшенный видели, город заброшенный видели. В серных источниках искупался я. Я считаю, все просто шикарно. Но для того, чтобы дать окончательное резюме, я думаю, нужно все-таки доехать мне до конца, вернее, до начала Абхазии, откуда я заезжал. И тогда уже я смогу смело дать какое-то резюме. А пока что выходим через окно и стартуем дальше. Я к яхте поставлю. На мотоцикл. На мотоцикл. Ой, спасибо вам большое. Это более чем надо. Подождите. Утро третьего дня в Абхазии. Вчера полдня лил проливной дождь, а сегодня светит солнце и прекрасная погода. Ну что, можно, я думаю, уже смело подводить резюме этому путешествию.
Мне еще осталось сегодня проехать 20-30 километров до российско-абхазской границы, но я думаю, эти километры уже никак не изменят мои впечатления об Абхазии. Могу сказать смело, что я влюбился в это место. Здесь прекрасная природа, замечательные люди и просто безумно красивые дороги. Да, именно за дорогами я сюда ехал. Мне хотелось подняться в горы, спуститься к морю и опять повторить то же самое несколько раз. У меня все получилось. Все, что я увидел, я постарался показать вам в этом фильме. Но, конечно же, я не показал вам и 10-й части всей Абхазии. Поэтому, чтобы все увидеть, я советую вам приехать и изучить Абхазию самостоятельно. А возвращаясь к вопросу о том, что Абхазия не гостеприимная и даже враждебная, об этом многие говорят в интернете, я полностью с этим не согласен. Везде, где я проезжал, я встречал только улыбки и уважение по отношению к себе. Я ни разу не столкнулся с каким-то негативом. Возможно, дело в том, что и я веду себя соответствующе. И когда я путешествую где-то в незнакомой стране или в незнакомом месте, я всегда приветствую людей и спрашиваю, как у них дела. Поэтому, друзья, если вы путешествуете с позитивным настроем, я думаю, и к вам будет такое же отношение. Поэтому приезжайте в Абхазию, посмотрите этот чудесный край. Ну и, конечно же, путешествуйте. И всем добра! Добрый день! Добрый день. Уехать из Абхазии и не попробовать абхазских мандарин – это преступление. Это грех.